Всем большой-большой привет! Вы на канале Лазница, меня зовут Вика, очень рада, что выходит новое видео, и сегодня мы будем делать прически с каниколоном. Сегодня нам понадобится всего лишь одна пачка, мы будем делать такие необычные прически, то есть необычные косы, а что-то интересненькое, надеюсь, вам понравится. Для начала я разделяю волосы на вот такие вот зоны, то есть отделяю краевую линию роста волос. Итак, мы будем очень коряво, но наращивать волосы себе. У нас будет 3 косички с одной стороны, 3 косички с другой стороны и 4 косички внизу на затылке. Так что нашу пачку нужно нам разделить на 10 частей. Берем одну из частей и делим вот таким образом. На 2 части одна часть должна быть меньше. И из этой меньшей части делаем третью прядку. Вот так вот. Смотрите внимательно и повторяйте. Зажимаем ее в руке. И вот так вот из нее будем сейчас плести косичку. Вот что у нас должно получиться. Вторая косичка у нас будет идти на уровне ушка. Сейчас я все покажу. Итак, вот эту центральную прядку, которую мы зажимали, мы прислоняем к прядке волос. Очень туго к корню подводим и начинаем плести обычную косу из 3 прядей. Чтобы волосы не скользили, вы можете и каниколон, и ваши волосы побрызгать водой. Я этого не делала, потому что это не долговечная прическа у меня, а на день-два. Поэтому мне не нужно, чтобы они очень долго держались. Чтобы подтянуть каниколон к корням, я беру за свои волосы и вот так вот подтягиваю. То же самое делаем и с другой стороны. Центральную часть прислоняем к волосам и вот так вот начинаем плести. Мне удобнее всего под низ косу плести, то есть прядки под низ класть. Вот. Аккуратненько. Если еще раз вам неудобно и все скользит, сбрызните водой, это вам очень поможет. И вот так вот немножко я проплетаю. Беру прядку своих волос и подтягиваю каниколон к корням. Таким образом у нас получается косичка. Немножко я проплетаю несколько сантиметров и завязываю резинкой. Надеюсь, что вам более-менее понятно и видно, как я это делаю. Так, подтянула и плету дальше. Таким образом, нам с 2 сторон нужно сделать по 3 косички. И на затылке вот тут у нас будет 4. То есть делю на 4 части, они у меня будут подряд идти. И точно так же захватываю прядь волос и каниколона вместе и начинаю плести косу под низ. Заплетаем и внизу 4 косички. И в принципе все, наше быстрое наращивание готово. Оно у меня заняло полчаса. Теперь будем делать прическу. Для удобства я вот так подготовила себе резиночки. Просто цепляю их на 2 пальчика. И мне их удобно потом брать в нужный момент. И теперь берем одну косичку, самую верхнюю, свои волосы с одной стороны и с другой. И сзади завязываем как мальвинку резиночкой. Готово. Теперь берем вторую косичку, тоже с волосами, чтобы волосы передние прикрывали косички. И также завязываем хвост. Теперь через верхний хвост мы продеваем нижний, протягиваем. Вот так вот, просто смотрите на видео и повторяйте. Это достаточно сложная прическа, тем более на себе, так что потренируйтесь. Вторая прическа будет очень простая, я бы сказала. Так что для всех подойдет это видео. Сохраняйте, чтобы не потерять, и в нужный момент открыть и сделать себе такую летнюю прическу. Верхний хвост забираем и через него протягиваем тот, что только что завязали. Так, это у нас будет опять верхний. Мы его пока убираем. Опять завязываем хвост из косички наших волос. Возвращаем верхний хвост и через него продеваем вот этот наш нижний. И вот так вот мы чередуем каждый раз. Убираем верхний хвост, завязываем внизу новый и через верхний протягиваем этот новый. Это и есть все плетение, и так мы плетем до конца косы. Это, конечно, сложно, когда волосы такие длинные, уже с каниколоном. Перекладывайте на бок, и у вас все получится.
Это такая монотонная работа, если вы поймете сам принцип, то дальше уже не сложно. Главное начать и не запутаться. Когда косичка готова, ее можно вот так вот растянуть. Растянуть можно до бесконечности. Я не растягивала сразу, потому что мне захотелось небрежную такую косу. Так что получилась вот такая вот коса необычная и очень красивая. Пробуйте, отмечайте меня в Инстаграм. Еще очень важный момент, как эти резиночки снять. Ни в коем случае их не развязывайте. Вот просто разрывайте. И еще очень частый вопрос, как расчесать. Берете, очень туго зажимаете в кулаке волосы, выкладываете их на руку и начинаете по руке вот так расчесывать с кончиков, начиная и двигаетесь по чуть-чуть вверх. Не дерите сильно, если сразу все волосы не расчесываются, разделяйте попрядно, расчесывайте. Но все делайте аккуратно снизу вверх. И все получится. Приступаем ко второй прическе. Для нее нам нужно завязать 2 хвостика, и она делается очень просто, и я думаю, что каждый сможет ее повторить. Я все этапы сейчас буду показывать, так что просто садитесь и повторяйте. Чтобы закрыть резиночку, я, завязывая хвост, не отпускаю резинку с пальчиков. Беру часть волос, оборачиваю резинку и протягиваю в эту резинку, которую держу второй рукой. Так получается более аккуратная прическа. И теперь я по бокам отделяю часть волос и буду делать такие фонарики, то есть завязываю где-то через каждые 10 сантиметров и растягиваю по бокам. Центральная прядь у нас должна быть не растянута, тогда эти фонарики будут держаться. То есть вы просто по бокам по чуть-чуть растягиваете, а в центре основа должна быть. Вот такие получились фонарики. Итак, следующий вариант косички – это рыбий хвост. Делю на 2 части и начинаю плести рыбий хвост. Мне тоже удобней под низ пряди все заводить, поэтому плету рыбий хвост вот такой вот наизнанку. Немножко проплетаю, я его растягиваю. Тоже не вытягиваю идеально каждую прядку, а как получится, чтобы прическа была более небрежная. Я решила не делать все симметрично, с другой стороны я заплетаю просто обычную косичку из 3 прядей. Вот так получается. С этой же стороны беру тоже часть волос, завязываю резинкой и сейчас буду разделять на 2 части и перекручивать. Снизу вот так забираю и перекручиваю через резинку. Вот, получается такой элемент. Я немножко его растягиваю, завязываю следующую резинку, также делю пополам волосы и через низ вот так протягиваю. Так делаю до конца, пока волосы длина не закончится. Вот что у нас уже получается. Можно и так оставить, можно вообще все волосы позаплетать. Следующая коса у меня будет коса 8, бесконечность, то есть 2 толстые пряди, 1 тонкая, и тонкой прядью мы оборачиваем 2 толстые пряди по типу 8, бесконечности, то есть просто вот так вот рисуем 8 между этих 2 прядей. Вот так вот у нас должна идти прядка. И главное ее не затягивать туго, эту прядь, чтобы у вас получился именно этот красивый узорчик. Не затягивайте. Если вы поняли, что затянули, вы можете вот так этими 2 прядями в разные стороны растянуть, и все встанет на места. Так, дальше я решила не полностью делать косу 8, потому что ее долго плести. Решила закончить ее другим образом тоже. Протянуть вот так вот через резинку пряди и растянуть, а дальше уже закончить обычной косичкой. Тоже необычно смотрится, почему бы и нет. Не обязательно до конца плести косу.
И вот так вот у меня получилось. Мне на самом деле очень понравилась эта прическа, и я даже не знаю, почему я такую раньше не делала. Но мне она именно понравилась с хвостиками, без косичек. Пишите в комментариях, какие бы вы хотели прически с каниколоном. У меня его очень много. Пробуйте и эту прическу, тоже отмечайте меня в Инстаграм. Буду очень рада увидеть ваши работы. Спасибо, что не забывайте обо мне. Меня очень долго не было, но вы все равно напоминаете и пишите, где видео, где я. Мне это очень приятно. Если вы новичок, подписывайтесь на мой канал. Вы на канале Лазница. Меня зовут Вика. Всех целую. Всем пока-пока. Oh, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe, I believe, I believe. I've got